Приветствую всех! Сегодня у нас основная точка видеопрогулки – проспект Независимости, ранее проспект Правды в городе Харькове. Но чтобы интереснее было нам прогуливаться, начнем от Газпрома и университета имени Каразина. Посмотрим по пути некоторые достопримечательности. А между тем, перед нами открывается первый небоскреб в Европе – «Газпром». У харьковчан есть поговорка: кто не видел «Газпром», тот не был в Харькове. Дом государственной промышленности широко раскинул все свои 9 подъездов с воздушными переходами на площади Свободы. Высота строения с учетом телевышки 108 метров. На канале будет отдельное видео об этом творении архитектуры, поэтому сейчас мы пойдем дальше. Далее памятник казаку Харько, или же, как его еще называют, памятник основателям города Харькова. Скульптура Зураба Церетели. Мы еще увидим этот памятник чуть дальше в нашей сегодняшней видеопрогулке. Друзья, если вы любите кулинарию, ищете новые рецепты, хотите порадовать семью чем-то вкусным, переходите на канал Катя Дома. Быстрые, легкие рецепты из доступных продуктов. Ссылка на канал в описании под данным видео. А перед вами открывается отель Харьков Палас. Первый и единственный роскошный отель наивысшей категории, расположенный в самом сердце Харькова. Вид на площадь Свободы. Харьковская областная государственная администрация. Выход на проспект Независимости, ранее Правды, и вид на один из выходов метро Университет среди харьковчан просто стекляшка. Проспект Независимости – одна из центральных улиц города Харькова. Являясь восточной границей Загазпромья, до 1936 года именовалась Кольцевая 1, так как охватывала здание Газпрома полукольцом, повторяя конфигурацию круглой части площади Свободы. Перед нами небольшой сквер на улице Тринклера. В нем установлен памятник Людмиле Гурченко в виде композиции из 15 персонажей, которых играла актриса, а над ними скульптура самой Людмилы Гурченко. Возвращаясь к истории проспекта Независимости или ранее Правды, появление улицы относится к 1880-м годам прошлого века. Возникла она на земле, принадлежавшей Харьковскому университету. Направление застройки было положено сооружением трехэтажного здания, предназначенного для студенческого общежития. Однако общежитие так и не открыли, а в здании разместился медицинский факультет Харьковского университета. Сооружение терапевтической, хирургической, акушерской и офтальмологической клиник продолжалось с 1890 по 1896 годы. На университетской земле возник целый клинический городок. Он занял большую территорию, ныне район, ограниченный улицами Данилевского, Тринклера и проспекта Независимости. А дальнейшая застройка нынешнего проспекта Независимости связана с образованием площади Дзержинского. Теперь эта площадь носит название Площадь Свободы. Символический всадник – дань уважения всем тем,
кто с давних времен своим трудом обеспечил городу право в будущем стать одним из крупнейших образовательных и научных центров Харькова. Ну и наконец-то мы выходим на сам проспект Независимости, ранее назывался проспект Правды. Перед вами дом специалистов под номером 7. В нем жили многие известные ученые, деятели культуры, ведущие специалисты и руководители предприятий. Весной 1934 года был разбит сквер. Несколько лет назад сквер был реконструирован. В летнее время здесь особенно атмосферно. В 1929 году, к 12-й годовщине Октябрьской революции, был сдан в эксплуатацию Дом Союза химиков, расположенный в районе проспекта. А в конце того же года началась подготовка к постройке большого дома, предназначенного для рабочих промышленных предприятий города «Красный промышленник» по адресу проспект Независимости, 5. Также в этом доме долгие годы жил известный харьковский музыковед Сергей Александрович Коротков. А это один из подъездов дома по проспекту Независимости 5, а конкретнее подъезд номер 3. В августе 1927 года по проекту инженера Когана началось строительство громадного в 5,5 этажей дома табачников, проспект Независимости, 1, который сооружался напротив дома госпромышленности. Этот дом сейчас перед вами. А сразу же напротив дома табачников по проспекту Независимости 1 открывается вид на зоологический мост, либо мост Пассионарии, с конца 2000-х годов неофициальное название «Мост влюбленных». На прутьях данного моста регулярно появляются замки с именами влюбленных. Влюбленные выбирают это место именно потому, что с него открывается прекрасный вид. С одной стороны на центральную площадь города и здание «Газпрома», а с другой стороны на Клочковский спуск. Преимуществом этого обзорного моста является его доступность. Недостатком – невозможность остаться наедине с пейзажем, поскольку небольшой мост популярен у пешеходов в любое время суток. Друзья, на этом наша видеопрогулка заканчивается. Благодарю вас всех за просмотр, подписку на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего доброго, до новых встреч!